На обочине загородной трассы лежал кот и замерзал. Во сне он видел теплое жаркое лето, свою маму и братиков с сестричками. Те облепили его со всех сторон и вплотную прижимались к замерзшему телу. Причем настолько плотно, что вдруг стало жарко. Кот попробовал отодвинуться подальше от пытающихся согреть его родственников, но безуспешно. После нескольких попыток он открыл глаза и был изумлен. Вокруг не было никого. Ни мамы, ни братьев с сестрами, вообще никаких родственников. Даже пушистого снега, в который лег поспать, и то не было. Кот лежал на какой-то кровати в большой комнате. На него было наброшено большое пушистое одеяло, а неподалеку стоял калорифер, работающий во всю мощь. Незадолго до этого Андрей и Катерина рано утром выехали из города, стояло воскресенье, день обещал быть солнечным. В такой денек так хорошо покататься на лыжах по нетронутому свежему снегу, туда и направлялась пара. Андрей аккуратно управлял автомобилем, а Катя смотрела на укрытое белым покрывалом заснеженное поле. Увидев цепочку скрывающихся далеко впереди следов, девушка взгрустнула. Так одиноко и безнадежно выглядели эти ямки, оставленные чьими-то лапками. «Андрюша, притормози-ка», — попросила Катерина и приготовила фотоаппарат. Муж уже привык, что супруга постоянно делает фотографии всего окружающего, чаще всего для себя на память, но порой снимки получаются интересными и необычными, их отправляли на различные фотоконкурсы и фотовыставки. Катя вышла и пошла вдоль следов, время от времени щелкая фотоаппаратом. Вдруг остановилась, несколько мгновений постояла, испуганно вскрикнула и начала махать руками, мол, «Андрей, иди сюда». Мужчина подошел и увидел, что так напугало Катерину. На обочине сидел замерзший кот. Судя по всему, он посмотрел на длинную тропинку следов. Этот бедолага долго шел. Потом вдруг присел и потрогал выгнутую вверх спинку неподвижного животного. «Катя, кажется, он не до конца замерз и еще жив». Супруги тут же взяли едва теплое тельце, быстро погрузили в машину, развернулись и помчались обратно в город. Всего этого кот не помнил. Последним воспоминанием было, как собирался отдохнуть и поспать. Для этого устроился в снегу и провалился в сон. Причем засыпал с мыслями: ни один человек больше никогда не сможет меня обмануть. А тут вон что получилось. Как-то опять оказался в доме у людей. Вон напротив сидят двое и во все глаза смотрят. И чем это они так довольны, почему такие счастливые? Думал кот. Он выбрался из-под жарких одеял и смотрел на эти два ставшие противными для него человеческих лица. На завтра оба человека ушли по своим делам, и кот принялся за осмотр квартиры. Свой обход начал с кухни, увидел лежащее в миске мясо. Скорее всего, мне оставили, надо подкрепиться. Вкусно. Зашел в туалет. Ох ты, даже лоток с наполнителем поставили. Удивительно. Воспользуемся. Обойдя квартиру и внимательно все осмотрев, котик лег на батарею. Пожрать оставили, везде тепло, лоток есть. Это, разумеется, замечательно. Для любого кота замечательно, но не для него не радует. Кот прожил не так уж и много, но всю жизнь сталкивался только с тем, как люди его предают и делают больно. Постоянно в них приходится разочаровываться. Причиняемая боль была не физической, но много хуже холода, голода и ран, нанесенных в уличных драках другими котами. И от нее постепенно умирало все внутри. Нет, не хочется больше этого терпеть и испытывать. У всех живых существ есть предел, и здесь он уже, кажется, достигнут. Больше нет желания через все это проходить. Да, и сил нет. Все, больше верить людям нельзя. Эти двое пытаются убедить, что они хорошие и вроде как любят зверей, но обманут же. Нужно приложить все усилия, чтобы и мужчина,
и женщина избавились от найденного кота и выгнали как можно скорее на улицу. Причем желательно сразу же сегодня, а не тогда, когда им надоест играться с ним. Такой возможности он им больше не даст, поэтому к делу, и кот начал решительно уничтожать стоящие на подоконнике цветы. Некоторые из них уже начинали цвести. Для начала усатый с наслаждением обгрыз соцветия, потом сбросил 3 горшка на пол. 2 керамических разбились, из пластикового рассыпалась земля. Тщательно поскребшись в земле и изгвоздав лапы, котик с наслаждением походил по ярко-желтому дивану, полюбовался на дело лап своих и пошел к двери. Сделав возле самого порога большую пахучую лужу, долго станут от запаха избавляться, так им. Кот уселся на грязном диване и стал ждать этих двоих. Так я все сделал, чтобы меня сразу же выгнали на улицу или еще что-то натворить. Размышлял хвостатый. В двери раздался скрежет поворачиваемого ключа. Наконец-то меня выгонит. Оказалось, что нет, терпение хозяев велико, даже ругаться не стали. «Котик до сих пор в стрессе», — говорила Катя. «Андрей, ему нужно время для адаптации, привыкает долго». «Да, ты права. Витаминов парню не хватает, поэтому и погрыз твои любимые орхидеи. Завтра зайдем в аптеку и купим». Как понял кот, сегодня его выгонять не собирались, а опять положили мясо, налили водички и принялись наводить порядок, ликвидируя результаты тщательных кошачьих трудов. Расстроенный кот наблюдал за всем этим из тумбочки и настраивался на завтрашний день, уж устроит этим двуногим. Поймут, что пора выгонять. Утром двое опять ушли, и кот решил поработать своими острыми коготками. В доме много чего есть обдирать. Начал с обоев, ободрал сначала на углу, потом пожевал оставленного в миске мяса и продолжил. Царапать и грызть стены надоело, переключился на стулья. Обивка так красиво расползалась от острых кошачьих зубок, что от удовольствия захотелось петь. Да, не просто петь, а во весь голос. Заслышав звук открываемой двери, котик стремглав побежал в коридор: «Выгоняйте меня быстрей. Уж после сегодняшних моих безобразий ваше терпение лопнет наконец». «Да ты, оказывается, хулиганистый тип», — сказала женщина, взяв котика на руки. «Дорогой, нам уже давно пора отремонтировать прихожую. И стулья эти уже надоели, купим новые». Неправильность этих людей рассердила кота, он ненадолго погрузился в уныние, но не сдавался, есть еще много пакостей, которые способен сотворить сердитый кот. Ишь, чего захотели, хотят жить мирно, наслаждаться мурлыканьем, гладить своими грязными руками, тискать в постели. Нет, такой возможности порядочный кот людям не даст, такое уже было в его жизни. А заканчивалось все одинаково: как ты нам надоел, иди отсюда. И за двери пинком. Андрей и Катя еще 2 недели надеялись, что благоразумие вернется к животному. Но отчаянные кошачьи вопли и ободранная в клочья входная дверь выведут из терпения кого хочешь. Эта самая дверь однажды была распахнута, и прозвучали долгожданные слова «иди отсюда». Ночной город встретил бегущего счастливого кота прохладой, ликование распирало кошачье сердце, наконец-то. Люди не получили ни капли кошачьего тепла и не выгнали котика, он сам ушел. И самое главное, ему было прекрасно известно, как жить в большом враждебном городе, здесь все зависело только от него. Перебегая очередную дорогу, кот вдруг что-то услышал. Сбавив скорость и неуверенно идя по обочине, он понял, что слух у него до сих пор хороший. На проезжей части лежала сбитая машиной собака и жалобно скулила. Собираясь развернуться и пойти дальше, кот вдруг вспомнил такое, что заставило прыжками подбежать к собаке. Да, и память еще не подводит, это знакомый пес. Еще будучи маленьким глупым котенком, кот жил у людей, верил им и обожал, особенно хозяйку.
А эта собака жила рядом, ночью котенок ложился вместе с ней спать. А потом прозвучало классическое «надоел». Пошел вон, и собака осталась жить в доме одна. И недоумевала, чего это хозяин не пускает кота в дом. А спустя некоторое время на улице оказался и пес. Он с того самого момента постоянно искал своего мяукающего друга, обошел все городские улицы, принюхивался к каждому подвалу. И вот, наконец, встреча состоялась, кот лизнул пса в нос, тот замахал хвостом, больше ничего сделать не мог, настолько плачевным было состояние. Кот положил лапки на собачью голову, прижал к ней свою мордочку, и оба заплакали. Было ясно, что это долгожданная встреча для обоих последняя. Совершенно очевидно, что шансов у пса выжить нет, только если люди что-то сделают. А что люди? И их подлость, лицемерие и жестокость проявилась здесь в полной мере, сбили и даже не притормозили посмотреть, что случилось. Уж не говоря о том, чтобы как-то помочь. Да, на них надежды нет. Хотя, а почему бы и нет? Это невозможно и глупо, но попробовать стоит. Кот развернулся и во все лапы побежал к дому, из которого радостно и гордо ушел час назад. Нужно попробовать поверить этим людям. В последний раз это единственная возможность спасти своего старого друга. Полночь уже наступила, но Андрей и Катя не спали. Им было до сих пор непонятно, где они допустили ошибку, что такого сделали неправильно, в результате чего кот ушел. Вроде относились по-человечески, 2 недели терпели кошачьи выходки, прощали. Тихий разговор был прерван раздавшимся за дверью душераздирающим мяу. Наш беглец пришел. Подскочила Катерина. Звук, трещащий под когтями обивки, не оставлял сомнений. Да, это он зачем-то вернулся. Выбежали в прихожую, открыли дверь. Кот отчаянно орал, заглядывал хозяевам в глаза и начал тереться о человеческие ноги. Хозяйка пытался сказать он: «Я буду самым милым и послушным котом, никогда ничего не сделаю плохого, только спаси моего друга. Мы не знаем кошачьего языка. О чем ты, что тебе надо?» Недоуменно спросил Андрей. «Видим, что пытаешься нам что-то рассказать, но что?» «Мне кажется, он нас куда-то зовет», — сообразила Катерина. «Пойдем за ним, посмотрим». И шагнула вниз по лестнице. Обрадованный кот наконец-то сообразили. Понесся впереди, показывая дорогу. Пес спал на теплом одеяле, на том самом, в котором когда-то очнулся кот. Он успел привести людей к другу, его тут же унесли в ветеринарную клинику, где собаки сделали операцию. Теперь она тихо-тихонько посапывала в доме Кати и Андрея. Катерина сидела рядом с больным и разговаривала с котом. «Какой ты, оказывается, умненький котик, да чего хороший. Я-то думала, ты пакостник, который никого не любит, а оказался таким милым и заботливым. Я могу быть еще лучше, самым хорошим, самым послушным, очень преданным и благодарным. Только спаси моего друга», — думал кот. Прошло время, пес выздоровел, и друзья постоянно были рядом друг с другом. Даже когда выгуливали пса, кот шел с ним. Он с важным видом шел рядом, и по его виду все понимали, что не какие-то двуногие здесь главные, а он. Именно он выгуливает мужчину и женщину, потому что так захотел его друг. И теперь кот был очень честный и свято соблюдал то, что обещал Катерине, хулиганить прекратил, был очень приличным, разрешал себя гладить, а по ночам устраивался рядом с женщиной и намурлыкивал ей добрые сны. В заключение хочется сказать, что на даче бывших хозяев котика и пса этой зимой жили бомжи. Обыкновенные бомжи, любящие пить, курить и сквернословить. И вот во время очередной пьянки сожгли дачу. Бывший хозяин кота очень огорчился и встречал Новый год в одиночестве в очень расстроенных чувствах. А потом вообще потерял свой бизнес. Думал, любимая женщина,
по воле которой когда-то выгнал кота, а после пса, а еще позже избавился от давних друзей, поддержит. Но нет, она молча ушла, хлопнув дверью. Вычеркнула его из жизни, зачем ей неудачник. Так что тут только один вывод: сегодня обидели невиновного котика или пса, а завтра жизнь обидит вас. Да так обидит, что мало не покажется.